Привет, друзья! Май в Германии начался с того, что почтовые ящики по всей стране стали для многих источником стресса. Счета за коммуналку за прошлый год наконец дошли до арендаторов. И то, что мы там видим, это уже серьезные системные перекосы. Сегодня мы разберем феномен второй аренды. Пока политики спорят о предельных ценах на газ, обычный житель в Берлине, Мюнхене или Гамбурге обнаруживает, что его годовая доплата выросла на сотни евро. И самое важное, по статистике Ассоциации арендаторов, большая часть счетов содержит ошибки. Это значит, что вы можете платить за те услуги, которые фактически не получали, или оплачивать неточности в расчетах вашего дома управления. Давайте погрузимся в цифры, чтобы понять масштаб этой ситуации. Если в 2024 году средняя годовая доплата составляла около 835 евро, то уже в 2026 она превысила отметку в 900 евро. Рост почти на 10% за год. Но ключевая деталь – энергия в марте подорожала на 7,2%. Это один из самых больших скачков за последние годы. Для сравнения, если ваш сосед живет в доме с современным тепловым насосом, его расходы выросли всего лишь на 1-2%. А если речь идет о старом фонде с газовым котлом, суммы могут оказаться еще выше. Друзья, ваши лайки помогают мне бороться с ботами и продвигать видео для жителей Германии. Спасибо вам за поддержку. А теперь самое интересное – аналитика разрыва между реальностью и отчетами. Официальная инфляция в Германии зафиксирована, вы знаете, на уровне 2,2%, но эксплуатационные расходы выросли на 5,7%, а по некоторым пунктам, кстати, вроде вывоза мусора и страховки здания, рост достиг даже 15%. Получается такой себе парадокс. Цены на продукты в супермаркетах относительно стабилизировались, а содержание жилья дорожает намного быстрее. Почему же так происходит? Управляющие компании во многих случаях перекладывают часть административных расходов именно на жильцов, хотя такие действия могут противоречить правилам. Иногда в расчетах появляются позиции вроде «услуги по управлению» или, например, банковские комиссии в графе «прочие расходы». Если вы платите за уборку подъезда 200 евро в год, а по факту она проводится намного реже, это уже повод внимательно проверить расчеты. Сегодня мы пошагово разберем, какие строчки в вашем счете могут быть спорными и как корректно требовать перерасчета или возврата средств. Если отбросить те мировые котировки на газ, то одна из ключевых причин пустеющих кошельков арендаторов сейчас находится гораздо ближе, именно в офисах самих управляющих компаний. Статистика, основанная на проверке более 37 тысяч счетов, действительно впечатляет. В 86% случаев в документах найдены ошибки. Представьте, 9 из 10 квитанций содержат неточности в расчетах. В итоге обычный житель Германии в среднем переплачивает около 565 евро в год. Это деньги, которые при внимательной проверке можно было бы сохранить. Самый распространенный способ запутать жильца – это использование туманных формулировок. Например, почти в 75% платежек пункты расходов описаны настолько расплывчато, что трудно понять, за что именно выставлен счет. Под общими названиями иногда даже скрываются позиции, которые требуют дополнительной проверки. Кроме того, в каждом третьем случае в квитанции появляются траты, которые не были заранее четко согласованы, а большая часть документов оформляется с юридическими неточностями. Интересно провести сравнение с бизнесом. Коммерческая недвижимость сталкивается сегодня также с похожими проблемами, там ошибки находят примерно в 84% документов. То есть на каждые 500 квадратных метров офисной площади в среднем приходится до 7000 евро спорных начислений. Это показывает, что система учета испытывает трудности как в жилом, так и в деловом сегменте. Федеральный союз жилищных компаний Германии приводит показательный пример того, как изменилась структура расходов за последние 25 лет.
С 2000 года чистая стоимость квадратного метра выросла примерно на 41%, в то время как счета за свет и отопление увеличились более чем в 3 раза. Это наглядно показывает, что энергия стала одной из главных статей расходов. По свежим данным, эксплуатационные расходы прибавили еще 5,6%, и теперь только на обогрев жилья уходит в среднем 1369 евро в год. Это больше трети всей суммы в квитанции. Именно в этих крупных позициях чаще всего встречаются неточности в распределении затрат. Помимо энергии, в квитанции сегодня растет еще один пункт, о котором раньше почти не вспоминали – это страхование здания. Только за последние 12 месяцев оно выросло в цене примерно на 11%. Почему же так происходит? Ответ достаточно простой. В Германии увеличилась стоимость строительных материалов и услуг, а количество страховых случаев из-за погодных условий также растет. Страховые компании, соответственно, пересматривают свои риски, владельцы домов свои расходы, и в итоге эти суммы отражаются в счетах арендаторов. В результате страховка становится одной из самых весомых статей второй аренды, которую жильцы оплачивают из своего кармана. Если в начале нашего разбора оказалось, что главная проблема арендаторов – это все-таки просто высокие тарифы, то на самом деле, я вам скажу, все намного серьезнее. Вопрос состоит в том, как формируются итоговые расчеты. Когда существенная часть документов содержит неточности, это уже системная проблема, в которую трудно быстро разобраться без детальной проверки. Особенно много вопросов вызывает размытые формулировки, как я сказал, открываешь квитанцию, а там графа «Прочие расходы». За этим коротким названием может скрываться вообще широкий спектр услуг, например, от обслуживания оборудования до дополнительных работ по дому. В некоторых случаях эти позиции требуют уточнения и расшифровки, и возникает такое ощущение, что часть расчета переносится из года в год с корректировкой, и не всегда даже сопровождается подробными пояснениями для жильцов. Если сравнивать ситуацию с тем, что было, например, четверть века назад, картина становится более понятной. Энергия подорожала в разы, да, а холодная аренда за этим теплом не успевает. Поэтому, когда вам в очередной раз говорят, что рынок диктует цены, имеет смысл не спешить с оплатой без проверки. Запрашивайте детальную расшифровку каждого евро. Помните, что за непонятными формулировками и аббревиатурами могут скрываться суммы, которые стоит дополнительно проверить и при необходимости оспорить. Но я предлагаю пока завершить разбор коммунальных квитанций и перейти к более широкой проблеме Германии, которая сегодня напрямую влияет на цены и услуги и темпы развития всей страны. В Германии сложилась непростая ситуация, на самом деле. Политики всех мастей, которые обычно спорят до хрипоты, сейчас сходятся в одном выводе: стране серьезно не хватает рабочих рук. Если заглянуть в актуальную статистику на начало 2026 года, то данные платформы Statista показывают, более 617 тысяч вакансий остаются открытыми. И хотя экономический спад 2025 года немного притормозил этот дефицит, долгосрочная картина остается напряженной. Проблема элементарная. Поколение бэби-бумеров массово уходит на пенсию, а молодежи способность занять их места не хватает. Информационная платформа Median Dienst Integration выпустила свежий доклад, и его главный тезис звучит достаточно жестко. Без притока из-за рубежа Германия не сможет полностью закрыть этот дефицит. Министерство труда Германии уже скорректировало свои ожидания. По их оценкам, к 2029 году стране будет не хватать 440 тысяч работников. И это с учетом всех мер по поддержке иммиграции и попыток привлечь на рынок труда как можно больше местных жителей. И интересно, как быстро меняются прогнозы. Еще напомню, совсем буквально недавно аналитики ожидали излишек специалистов в 29 тысяч человек. Но реальность 2025 года с его резким сокращением иммиграции заставила все-таки пересмотреть эти оценки.
Впрочем, если сравнивать цифры прошлых лет, когда Институт исследования занятости ИАБ говорил о необходимости около 400 тысяч мигрантов в год, то свежий отчет фонда Бертельсмана выглядит немного сдержаннее. Теперь исследователи считают, что для устойчивого развития экономики к 2040 году достаточно принимать от 288 до 368 тысяч новых жителей ежегодно. Однако Берлин не хочет делать ставку только на иммиграцию. Сейчас в правительстве всерьез обсуждают и другие рычаги. Один из них – сделать так, чтобы женщинам было проще полноценно работать, убрав барьеры в системе детских садов. Второй путь – это активное переобучение тех, кто уже трудоустроен, но чьи навыки устаревают из-за технологий. Германия таким образом пытается одновременно и зазывать иностранцев, и развивать внутренние резервы, понимая, что времени на раскачку становится все меньше. Если вы думаете, что дефицит – это только про айтишников или инженеров, то реальность сегодня куда жестче. По данным Федерального агентства по труду, кадровый голод затронул уже 163 профессиональные группы. Для сравнения, еще буквально в 2017 году таких проблемных зон было всего лишь 25. По сути, за считанные годы масштаб проблем вырос в 8 раз. Сегодня примерно каждая 7-я профессия в стране официально считается дефицитной. Острее всего это ощущается в тех сферах, от которых напрямую зависит наш с вами комфорт и здоровье. То есть в медицине и уходе за больными ситуация остается крайне напряженной. Если нужно найти, например, персонал в дом престарелых, приготовьтесь к настоящему марафону. В среднем вакансий в этой сфере остается открытой 222 дня. Невероятно! Почти 8 месяцев работодатель не может закрыть позицию. Пока идет этот затяжной поиск, нагрузка на остальных сотрудников, соответственно, растет. Люди выгорают и уходят, создавая такой замкнутый круг, из которого немецкая медицина пока не находит быстрого решения. Кроме больниц, сигналы о проблемах поступают и от строительной сферы, Handwerk. И такие сигналы сегодня превратились в золотую жилу для тех, кто умеет работать руками. Сейчас квалифицированного сантехника или электрика можно ждать очень долго. Не хватает и тех, кто обеспечивает логистику. Водители грузовиков остаются крайне востребованными. В общепитии и продажах ситуация также непростая. Если провести сравнение с 2022 годом, когда дефицит достигал пика в 200 профессий, кажется, что наступило как бы небольшое облегчение. Но это скорее временное ощущение. Рынок частично адаптировался к постоянной нехватке, а вот бизнес продолжает нести довольно-таки серьезные потери из-за того, что не хватает работников для выполнения заказов. Берлин наконец признает, что без серьезных мер кадровый дефицит не сократить. И сейчас коалиционное правительство Мерца делает ставку на привлечение специалистов из стран вне Европейского Союза. Главным инструментом в борьбе с бюрократией должно стать новое агентство по трудоустройству и проживанию. Идея амбициозна – собрать визовые отделы, иммиграционные службы и биржу труда под одной крышей, чтобы иностранный специалист не тратил своего времени месяцы на оформление документов, а решал все вопросы в одном окне. Министерство труда уже обозначило круг интересов, это 13 государств, среди которых, например, Бразилия, Индия, Индонезия, Узбекистан, Филиппины. В этих странах Германия видит большой кадровый потенциал от медиков и инженеров до строителей. Но если провести сравнение с теми же Канадой или Австралией, немецкие системы по-прежнему работают не так быстро, как хотелось бы. Пока политики посылают разные сигналы, то упрощают доступ, то наоборот ужесточают правила, многие специалисты рассматривают и другие страны, где процедуры более понятны и предсказуемы. Кстати, эксперты из Mediendienst Integration обращают внимание на одну важную деталь, которую власти часто упускают. Мы привыкли слышать о дефиците квалифицированных кадров, врачей или тех же айтишников. Но это только часть картины. На самом деле экономика Германии испытывает серьезную нехватку работников без специальной подготовки.
Сфера услуг испытывает давление, курьеры, уборщицы, кассиры и разнорабочие нужны практически везде. Если раньше на эти вакансии был высокий отклик, то сегодня работодателям приходится активнее искать сотрудников. Поэтому правильно было бы говорить не о нехватке высококвалифицированных специалистов, а об общем дефиците рабочих рук на всех уровнях. Стране нужны как специалисты с дипломами, так и те, кто готов выполнять прикладную работу. Без этого даже крупные предприятия и клиники со временем могут сталкиваться с ограничениями в работе. Но вы знаете, все же проблема нехватки рабочих рук заставляет Берлин по-новому взглянуть на тех, кто завтра должен занять места в немецких офисах и лабораториях, на студентов, для которых Германия остается одним из главных направлений в Европе. С 2014 года, когда Германия фактически обнулила плату за высшее образование, страна прочно закрепилась в числе ведущих образовательных центров мира. Формула успеха кажется простой: диплом высокого уровня плюс отсутствие платы за самоучебу. Однако сегодня эта картина требует серьезных уточнений. Если само обучение действительно остается доступным, то вот входной билет в немецкую жизнь дорожает с каждым месяцем, и бюрократическая система лишь увеличивает это давление. Когда мы с вами говорим, что учеба бесплатная, важно здесь понимать юридический нюанс. В государственных университетах действительно нет привычной оплаты за обучение. Вместо этого каждый студент, будь он на бакалаврате или в магистратуре, обязан платить семестровый взнос. А сегодня эта сумма, я напомню, колеблется от 100 до 400 евро за полгода. Если провести сравнение с платными вузами в Соединенных Штатах Америки или в Великобритании, то это относительно небольшие суммы, тем более, что в эту сумму почти всегда включен ваш безлимитный проездной на все виды городского и регионального транспорта. То есть, по сути, за пару сотен евро вы получаете как доступ к лекциям, так и полную мобильность внутри своего региона. Но не спешите радоваться. Эти взносы лишь часть общих расходов. Основная нагрузка на бюджет связана с арендой жилья и возросшими требованиями миграционных служб в сумме на вашем банковском счете. Жизнь в Германии, вы знаете, сегодня требует четкого финансового планирования еще до того, как вы получаете заветный студенческий билет. Если государственные вузы в Германии это почти социальный такой проект, то частные университеты работают по законам конкурентного рынка. Здесь за престижную строчку в дипломе придется выложить от 5 до 20 тысяч евро в год. Но это далеко не предел. Если ваша цель – узкая специализация в магистратуре или элитная программа MBA, стоимость может доходить до 65 тысяч евро в год. Для сравнения, за эти же деньги в небольшом немецком городе можно несколько лет снимать вполне приличную квартиру, ни в чем абсолютно себе не отказывая. Но главная финансовая проверка на прочность для студентов из стран вне Евросоюза начинается еще до зачисления. Власти должны получить полное подтверждение вашей финансовой состоятельности. Самый надежный способ это сделать – это открыть заблокированный счет, так называемый Sperrkonto. Сейчас планка снова поднялась, теперь на счету нужно заморозить минимум 11 904 евро на год. Система работает как строгий такой дозатор. Вы не можете снять все деньги сразу, банк выдает вам ровно 992 евро в месяц на вашу жизнь. Это своего рода гарантия того, что у вас будут средства на базовые расходы. Кстати, есть важные нюансы для граждан таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Канада или Австралия. Формально закон разрешает им заниматься этими бумагами уже после приезда в Германию. Но по опыту многих студентов бюрократические процедуры могут занять больше времени, чем ожидается. Если вы не хотите провести первые месяцы, скажем так, в длительном оформлении документов в миграционной службе, лучше всего подготовить все заранее через онлайн-сервисы вроде Expatrio или Fintiba или Oracle. Это сэкономит вам как время, так и силы, которые точно пригодятся во время сессии. Если сложить все эти цифры воедино, то по свежим оценкам немецкой службы академических обменов DAAD, реальная студенческая жизнь сегодня обходится в сумму от 992 до 1200 евро ежемесячно.
Это тот минимум, ниже которого начинается режим жесткой экономии. Причем самое интересное здесь то, что как эти деньги распределяются по статьям расходов. Аренда – это главный расход бюджета. В среднем по стране студенты дают 489 евро в месяц, но эта цифра может сильно сбивать с толку. Если вы, например, нацелились на Мюнхен, Франкфурт или Гамбург, то найти даже скромную комнату в коммуналке или просто ВГ за такие деньги сейчас крайне проблематично. В этих мегаполисах стоимость жилья часто превышает 600-700 евро в месяц, и конкуренция за варианты очень высокая. Второй обязательный пункт – это медицинская страховка. В Германии с этим довольно-таки строго. Если вам еще не исполнилось 30 лет, государственная касса, например ТК, составит около 148 евро в месяц. Для тех, кто старше или выбирает частные страховки, ежемесячный платеж начинается примерно от 300 евро в месяц. И там часто предусмотрена франшиза, то есть часть расходов за врача вам все равно придется покрывать самостоятельно. Что касается еды, то при разумном подходе можно уложиться в 200-250 евро в месяц. Главный лайфхак здесь – это дискаунтеры вроде Нетто или Lidl и, конечно, университетская столовая Менза. В Мензе полноценный горячий обед стоит всего лишь 2-4 евро, что существенно дешевле любого кафе. А вот на учебниках можно существенно переплатить. Бумажная версия, наверное, вы знаете, стоит от 20 до 100 евро. Так что библиотеки и электронные копии – ваши лучшие друзья. Добавьте сюда еще мобильную связь за 20 евро и абонемент в зал за 30. И вы поймете, почему 1000 евро в месяц в современной Германии для студента это далеко не роскошь. На сегодня это все. Надеюсь, этот детальный финансовый разбор поможет вам избежать неприятных сюрпризов. Германия остается страной больших возможностей, но только для тех, кто умеет заранее считать свои расходы. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем выпуске.